XVIII век– это новый рубеж исторического пространства. Россия, наследница Византии, теперь окончательно обращается лицом к Западу. Во многом именно посредством искусства окно на Запад ныне и прорубается. Император Петр строит Петербург как грандиозную модель нового времени. Прежде западное барокко внедрялось лишь частицами. Ныне же взметнувшаяся ввысь барочный шпиль Петропавловского собора задает свой курс всей России. Это курс на Европу, как раз тогда входившую в ту эпоху, что получила имя «Век просвещения». В Россию приезжают иноземные художники, от рядовых ремесленников до мастеров масштаба Растрелли и Фальконе. Нового типа дворцы и храмы достигают невиданного пространственного размаха и живописного великолепия. Исторически этапным в этом плане явилось творчество Бартоломео Растрелли. Его постройки представляют собой целые ансамбли, ритмически объединенные с помощью пластически разнообразных фасадов и внутренних парадных анфилад. В русле барокко складывается и местная разновидность стиля рококо, отмеченного особой изощренностью декоративных фантазий. Однако византийский канон не исчезает из поля зрения, словно побежденный противник. Он соседствует с веком просвещения, изучая и, в свою очередь, просвещая его. Подобно величественному Смольному монастырю, или стройной барочной колокольне Троицы-Сергиевой лавры. В век просвещения, или, как его еще называют, век разума, само искусство кажется, по словам одного современника, приращением разума. Именно для разумного устройства государства российского создается Академия художеств. Искусство заботливо совершенствует, как бы воспитывает окружающий мир. Если в годы раннего классицизма главным центром архитектурных поисков по-прежнему пребывает Петербург, то к концу столетия мощно возрастает и значение старой столицы. В Москве возводятся масштабные ансамбли, заметно обновившие средневековую структуру города. Их архитектурный стиль эволюционирует от патетической живописности образов Баженова к гармонически величавым, воистину градообразующим постройкам Казакова. Масса театров жизни рассеялась по России в виде усадебных ансамблей, где все конфликты принимали вид безмятежной идиллии. Эти постройки располагались на фоне ухоженной природы, среди специальных беседок, миловзоров, откуда все должно было радовать глаз. План собора нетрадиционен для русского культового зодчества. Это трехнефное, базиликального типа здание с куполом над предалтарной частью. Господствующей в его архитектуре является гигантская трехъярусная, квадратная в плане колокольня, которая возвышается над западной частью собора. Массивные волюты по сторонам ее нижнего яруса создают впечатление ее слитности со зданием. 3 яруса колокольни, украшенные пилястрами, завершены 8-гранной куполообразной кровлей,
с круглыми циферблатами часов с 4 сторон, переходящий в сложно разработанное основание шпиля. Устремленный ввысь золоченый шпиль игла увенчан флюгером в виде летящего ангела с крестом в руках. Интерьер собора также необычен для традиционного русского церковного зодчества. Главным его украшением является золоченый резной иконостас, решенный в виде триумфальной арки. Собор стал усыпальницей русских императоров. Здесь похоронены все цари дома Романовых, начиная с Петра Великого. Верхние ярусы колокольни со сквозными пролетами решены как триумфальные арки. Нижняя часть таким образом превращается в своеобразный пьедестал для этих ворот, увенчанных не обычным в таких постройках куполом, а короной. Архитектор нашел идеальные пропорции, превратив колокольню в легкое, пронизанное светом и воздухом, как будто возносящееся в небо сооружение. Колокольня изменила и всю архитектурную панораму лавры, над которой, как знак высочайшего покровительства, парит символ державы. Это сложная по своей композиции постройка, созданная на месте старого дворца. Здание подведено под одну крышу. Все корпуса прежнего дворца выровнены. Это превращает бывшие галереи в большой зал и высокие парадные апартаменты. Снаружи правый угол здания над парадным входом венчает купол с одной главой. Этому куполу на другом конце дворца отвечает пятиглавие церкви. Композиция интерьеров дворца построена на эффекте бесконечной протяженности анфилады залов, гостиных и других парадных помещений. Грандиозный дворец отличается исключительным великолепием пластической и декоративной обработки. Его фасады насыщены богатейшими лепными украшениями. Окраска здания построена на сочетании интенсивного синего цвета стен, белого архитектурных деталей, позолоты скульптур и куполов. Зимний дворец – это апофеоз стиля барокко. В плане это простое каре с внутренним двором. Его фасады обращены к Неве, Адмиралтейству и Дворцовой площади. Фасады дворца образуют как бы складки бесконечной ленты. Каждый фасад архитектор решает по-своему, варьируя пышную отделку и изменчивый ритм колонн. Ступенчатый карниз повторяет все изломы стен. Грандиозные размеры здания. В нем более 1000 помещений, расположенных анфиладами, украшенных резьбой, лепкой и позолотой. Главная лестница – один из самых роскошных интерьеров Зимнего дворца. Она занимает огромное пространство во всю высоту здания. Плафон
с изображением богов Олимпа создает яркий красочный акцент. Интерьеры, оформленные Растрелли, всегда носили сугубо светский характер. Таково решение и Большой церкви Зимнего дворца. Ее интерьер представляет собой как бы большой дворцовый парадный зал, разделенный на 3 части. Центральная часть завершалась великолепным резным иконостасом. Академия занимает целый квартал набережной Невы. Строгий план постройки, почти квадрат с вписанным в него кругом, двором для прогулок, соответствует и объему здания. Это равновысокая постройка из 4 этажей, разделенных попарно и образующих несущую часть и облегченный верх. Новые веяния ощущаются и в по-новому решенном орнаменте, строгом и геометризованном, и в новом, более каноничном отношении к ордеру. Всадник, облаченный в широкую легкую одежду, сидит на коне на мохнатой шкуре. Лавровый венок победителя и короткий меч у пояса свидетельствуют о его победах на полях сражений. Держа поводья в левой руке, Петр I вздыбил коня, взлетевшего на гранитную скалу. Подчиняясь воле всадника, конь загорцевал над пропастью, встав на задние ноги, напряженно перебирая в воздухе передними. При естественности движения коня, позы, жеста, одежды всадника они глубоко символичны. Единственный аллегорический момент — змея, олицетворяющая преодоленное зло. Она важна и в конструктивном плане, служит 3-й точкой опоры. План здания имеет компактную и простую форму треугольника с внутренним двором, разделенным поперечными корпусами на 3 части. Вход в центральную часть двора оформлен на главном фасаде 4-колонным ионическим портиком с фронтоном. Центром всей композиции Сената является круглый купольный зал. Украшающая его эффектная колоннада ионического ордера, размещенная на высоком рустованном цоколе, увенчана мощным раскрепованным карнизом, над которым возвышается на барабане купол круглого зала. Архитектор органически включил здание Сената в кремлевский архитектурный ансамбль. Купол его круглого зала расположен на одной оси Сенатской башни Кремлевской стены, которая отмечает поперечную ось Красной площади и таким образом сливается с ней и со стенами Кремля в единый гармонический образ. В основе композиции здания лежит усадебная схема, состоящая из центрального 3-этажного корпуса и 2 соединенных с ним одноэтажными галереями 2-этажных боковых корпусов. От центрального корпуса вниз с холма ведет 2-маршевая лестница. Каждая из 3 частей композиции является самостоятельной и завершенной. Стены дома украшены пилястрами и увенчаны антаблементом композитного ордера. Центр главного и дворового фасадов акцентированы 4-колонными портиками того же ордера,
по сторонам которых поставлены статуи. Здание венчает круглый бельведер, окруженный ионической колоннадой, а по краю крыши расположена балюстрада с вазами. Колонны портиков с фронтонами боковых корпусов выполнены в ионическом ордере. Применение ордера и портиков в этом сооружении можно связать с появлением нового стиля в русской архитектуре – классицизма. До 1823 года замок назывался Михайловским и получил свое название от встроенной в него церкви Архангела Михаила. Это прихотливое сооружение имеет в плане квадрат со скругленными углами, в который вписан восьмиугольный двор. Оно казалось странным современникам, привыкшим к классицистским постройкам. Горожан удивляли необычная обработка фасадов и красный с белым цвет здания, никогда не использовавшийся в классицизме. Дворец был построен как неприступный замок, окруженный рвами и подъемными мостами. Автором изначального проекта, по последним данным, был сам Павел I, который очень внимательно следил за постройкой дворца, где по роковому стечению обстоятельств и был убит заговорщиками. В основе дворца комплекс соединенных между собой, лежащих на одной оси деревянных построек. Центр комплекса – дворец-театр с анфиладами гостиных, связан невысокими галереями с концертным залом в египетском павильоне и с банкетным в итальянском. Сам театр, как главное помещение дворца, был выделен и во внешнем виде шестиколонным портиком на высоком цоколе с фронтоном и довольно плоским куполом со световым фонарем с узкими окнами, чередующимися с пилястрами. Главное значение в Петергофе имеют фонтаны и, собственно, сама вода. Петергофские фонтаны приводятся в действие естественным напором воды, подающейся с Ропшинских высот. Петр строил резиденцию царя морей, по словам Александра Бенуа. Фонтаны являются символическим выражением водяного царства, тучей брызг того моря, которое плещется у берегов Петергофа. Система фонтанов и водных каскадов украшена многочисленной скульптурой. Фонтан «Самсон» выполнен выдающимся скульптором Козловским.